Привет! Компания Skillbox вкладывает огромные средства в продвижение своих курсов. И буквально весь интернет завален отзывами, в основном позитивными, причем большинство ссылок ведут на официальный сайт компании или ее представительство в соцсетях. Также есть забавные отзывы, вроде «приятный фиолетовый фон на видео» или «адаптивный дружественный интерфейс сайта». По таким отзывам очень сложно составить собственное мнение и понять, нужны ли тебе эти курсы. Недавно я купил курс по UX-дизайну. UX, по сути, это все, что нас окружает. Это крайне важная штука для любого бизнеса. В этом видео я расскажу о плюсах и минусах этого курса, да и вообще о школе Skillbox. И постараюсь ответить на самый главный вопрос. Нужны ли тебе подобные курсы для того, чтобы устроиться в компанию и начать зарабатывать деньги? Вначале пара слов обо мне. Я дизайнер с большим стажем работы, и последние 10 лет я разрабатываю сайты и приложения. Я работал на крупные банки и государственные корпорации. Я занимался UX еще в те времена, когда и термина такого не было, и накопил много практических знаний, но решил подтянуть теорию. Дизайн – сфера очень субъективная, и на YouTube огромное количество бесплатных роликов, и у каждого свое мнение. Я же решил купить курсы и узнать мнение от лидеров рынка. Курсы по UX-дизайну на Skillbox ведут специалисты компании AIS. Это легендарная компания в наших кругах, лидеры рынка и номер один в рейтинге дизайн-студий. Skillbox напрямую связан с AIS. В 2017 году директор AIS Сергей Попков с друзьями основал онлайн-школу. Это очень успешная компания. Уже через год они заработали на обучении 340 миллионов рублей. На это обратили внимание в Mail.ru и выкупили более 60% акций. Skillbox – это диджитал-продукт, агрегатор курсов. И естественно, что развитием этого продукта занимаются специалисты AIS. Первое, что мы видим, перейдя на страницу курса, это идеальный лендинг, сделанный по всем канонам. Давайте прямо на основе этой страницы обсудим основы UX и маркетинга. Вначале надо создать ценность продукта. Стоимость курсов 50 тысяч рублей, но цена зачеркнута, и для первых 20 студентов обещают скидку на 30%. То есть, если поспешить, то курсы стоимостью в 50 тысяч можно купить за 35. Открою небольшой секрет, ты всегда можешь купить этот курс со скидкой. За последние полгода цена на него не менялась, она всегда 35 тысяч рублей. Дальше ограничения по времени. Есть дата начала курсов, это примерно плюс 2 дня к сегодняшней дате, и есть количество оставшихся мест на курсе. Тут надо сделать небольшое отступление. Я раньше никогда не проходил курсы и видел только записи занятий на Profile School. Там это полноценные вебинары, где преподаватель проводит семинары, отвечая на вопросы студентов. Мне показалось, что на Skillbox должно быть то же самое. Есть дата начала курса, есть длительность курса 4 месяца и есть количество оставшихся мест. Это, конечно, моя ошибка. Вебинаров никто не обещает. По факту курс UX – это заранее записанные видео. На курс можно записаться в любой день, оплатить со скидкой и в тот же день посмотреть весь курс. А он, кстати, состоит из 39,5 часов видео. Почему же я говорю, что посмотреть можно его за один день? Курсы раздуты. Большинство уроков по конкретным темам в среднем длительностью по 20 минут. Зато есть так называемые бонус-уроки, часа на 1,5-2. Например, модуль UX-проектирования и исследования интерфейсов. Это 5 уроков в сумме на 1,5 часа, плюс одно бонус-видео тоже на 1,5 часа. А что такое бонус-видео? Например, модуль «Дизайн-концепция» за 60 минут, где дизайнер, сидя на рабочем месте, в окружении говорящих коллег и звенящих чашек, открыл свой макет и в реальном времени 1,5 часа его перерисовывает, пытаясь комментировать. Именно пытаясь. Явно понятно, что дизайнер не готовился и не имеет никакого опыта рассказывать о своей работе. Я уже не говорю о звуке. Тихий голос и громкие клики мышкой, бьющие прямо в голову. Все записано на встроенный микрофон. Да даже для YouTube никто так не снимает. Хорошо, другой пример. Бонус-видео создания рабочего UI-кита. Возможно, ты ожидаешь, что тебе расскажут какие-то тонкости работы с профессиональным программным обеспечением, например, со скетчем или фигмой. Например, расскажут, как создавать символы и библиотеки. Нет. Арт-директор 3 часа, я не шучу, переносит все элементы из готового макета в фотошопе в новый файл. Весь модуль можно свести к одной фразе: скопируй все элементы и не забудь про их состояние. Ну там нажатая кнопка, выключенная кнопка и так далее. Еще один бонусный модуль – как дизайнеру переехать в Нью-Йорк. Это такой урок в формате подкаста. Дизайнера позвали в студию, спросили, как дела, и он 2,5 часа рассказывает о себе. В том числе и о том, как российская компания открыла офис в Нью-Йорке, и он туда переехал.
В конце этого видео я тоже расскажу, как начинающему специалисту переехать в США или как минимум поехать туда в длительную командировку. Ладно, давайте не будем высчитывать контент по минутам. Дальше я расскажу, ради чего стоит покупать этот курс и что мне в нем понравилось. Но перед этим я вынужден сказать еще об одном минусе. И, возможно, это самое важное – о качестве самого материала. От платного курса я ожидаю, что преподаватель подготовился и хорошо и структурированно расскажет свою лекцию. Ну или зачитает с листа заранее подготовленный текст. Я не сомневаюсь, что в АИС работают лучшие специалисты, но не каждый специалист хороший оратор и может интересно рассказать без подготовки. Часть уроков на курсе выглядит так. Специалист открывает краткую презентацию и пытается вспомнить и рассказать все, что он знает по заданной теме. Часть ребят просто боится камеры. Говорит вяло, акает, экает, стесняется и повторяет фразы по несколько раз. Есть ощущение, что если бы они читали текст с листа, то курс можно было бы сократить раза в 2. А теперь, зачем этот курс покупать? Что мне в нем понравилось? Для меня самое важное и интересное – это было вступление Сергея Попкова, основателя Skillbox и руководителя студии АИС. Очень интересный рассказ о том, как дизайн ушел от красивых картинок в сторону сервисного дизайна. Дизайна, заточенного на конкретное увеличение бизнес-показателей клиента. И, конечно, мне очень понравились разборы кейсов, где еще, кроме платных курсов, руководитель студии раскроет все тонкости своей работы. Кажется, что мой обзор разгромный, но надо понимать, что у меня большой опыт в этой сфере, и модули, в которых я придираюсь к длинным затянутым рассказам, возможно, покажутся тебе очень интересными. А теперь перейдем к главному вопросу. Нужны ли эти курсы начинающему дизайнеру, который только хочет войти в профессию? Как сказал один ютубер, Skillbox – это отсрочка от реальной работы. И я с ним согласен. Большинство компаний старается растить специалистов с нуля. Это дешевле, чем взять готового. Сейчас я объясню, что такое с нуля. В одной компании, где я работал, офис-менеджер ушла в декрет, и на ее место взяли студентку. Работа несложная, следить за офисом, покупать кофе. Уже через год она стала проект-менеджером. Курсы на эту профессию стоят 130 тысяч рублей и целый год обучения. Другая моя знакомая любила писать и устроилась в топовую компанию помогать с текстами. Она приходила со своим ноутбуком и работала бесплатно. Через несколько месяцев ее взяли копирайтером. Курсы на профессию копирайтер стоят 90 тысяч и целый год обучения. Ну и, наконец, пример с дизайном. Мой коллега работал системным администратором и решил все поменять и стать диджитал-дизайнером. За полгода он собрал лучшие примеры дизайна и перерисовал макеты сайтов, но со своим контентом. С этим портфолио он устроился в крупную компанию и уже через несколько месяцев работал над макетами для крупного банка. Все эти кейсы похожи. Надо умерить свои аппетиты и устроиться в крупную компанию с небольшой зарплатой или даже бесплатно. И через несколько месяцев можно получить должность или увеличить свою зарплату раза в 2. Это вполне реально. Но если ты не можешь взять готовый дизайн и перерисовать для начального портфолио, боюсь, тут и курсы ничем не помогут. Ну и в конце, как я и обещал, секретный инсайт, как поехать в США. У крупных международных агентств есть зарубежные клиенты, и часто новый клиент просит отправить команду дизайнеров-разработчиков к нему на стажировку. Но в агентстве все штатные сотрудники уже привязаны к проектам и клиентам, и в этом случае ребят в командировку наберут из своих стажеров или даже просто по объявлению. Самый начальный уровень вполне подойдет. Друзья, спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!